Всем привет! Все мы знаем, что есть очень вкусные, сочные и нежные, всеми любимые котлеты по-киевски. Сегодня мы тоже приготовим котлеты не менее вкусные, я бы сказал даже вкуснее, но они будут называться котлеты по-харьковски. Процесс приготовления занимает немного времени, но поверьте, если вы же хотите удивить своих родных, близких или гостей, оно того стоит. И первым шагом нам нужно взять свиную печень, обжарить ее любым удобным для вас способом, так как вы более всего любите. И 2 куриных яйца нужно отварить вкрутую. Пол луковицы тоже нужно обжарить вместе с печенью. Далее нам нужно взять небольшой кусок белого хлеба или батона, так чтобы он был не первой свежести, я бы сказал немножко черствоват, отправить его в воду, чтобы он размок. И нам еще понадобится куриное филе и пол луковицы. Более подробный рецепт вы найдете, как всегда, в описании под видео. Вначале через мясорубку пропускаем куриное филе и пол луковицы. Затем нам нужно хорошо отжать хлеб, который у нас размокал в воде, и тоже его пропустить через мясорубку. И после этого отставляем все в сторонку, пускай оно дожидается своей очереди. После того, как вы обжарили печень вместе с луком, ей нужно дать хорошо остыть. И полностью всю обжаренную печень вместе с обжаренным луком тоже нужно пропустить через мясорубку. Перекрученную печень оставляем пока что в сторонку. Берем отваренный вкрутую 2 куриных яйца и нарезаем на маленькие кубики. Нарезанные яйца отправляем в миску к печени. Хорошо все перемешиваем. Затем нужно взять из морозильной камеры кусочек сливочного масла и натереть его на крупной терке. После этого вначале все перемешиваем хорошо ложкой или вилкой, чтобы масло хорошо смешалось с печенью. А затем, не стесняясь, берем руками вот это все еще хорошо перемешиваем. И хорошо нужно будет все уплотнить, чтобы получился хороший, плотный, взбитый комок печеночного фарша. Затем нам нужно приступить к приготовлению куриного фарша. Нам нужно все это немножко посолить, поперчить, добавить немножко специй. В моем случае это прованские травы. Соль, перец и специи добавляйте все по своему вкусу. А затем, опять-таки не стесняясь, руками все вымешать до однородного состояния, сделать, так сказать, куриный фарш. Ну что ж, все основное мы приготовили, и нам остается только выделать котлеты. Для начала берем печень и делаем такие небольшие шарики размером с грецкий орех. Их нужно вот так вот руками хорошо уплотнить и аккуратно укладываем на разделочную доску. Выделывайте столько шариков, сколько вы посчитаете нужным. Затем берем немного куриного фарша, делаем из него, так сказать, небольшой блинчик. Берем один шарик из печени, укладываем на куриный фарш. Видим, что у нас немного фарша мало, мы берем и еще добавляем. И таким вот образом полностью все нужно покрыть куриным фаршем. Получается, что мы как будто бы печень прячем в курином фарше. Выкатываем небольшой, хороший, красивый шарик. Немножко его прижимаем с 2 сторон. Делаем, чтобы было хорошо похоже на котлету. И затем полностью всю вот эту вот котлету нужно хорошо обмакать в панировочные сухари. Обмакивайте не спеша, так чтобы полностью все было покрыто хорошо панировочными сухарями. Не спешите, старайтесь так, чтобы после этого куриный фарш уже не приставал к вашим рукам, а оставались только сухари. И точно таким образом выделываем все остальные ваши котлеты. Один такой маленький лайфхак: куриный фарш лучше всего брать мокрыми руками. И уже готовые котлеты нужно отправить на хорошо раскаленную сковородку с подсолнечным маслом. Огонь у меня на плите был выставлен чуть ниже среднего. Обжариваем вот эти котлеты с одной стороны 3 минуты, затем перевернуть опять 3 минуты, а затем мы еще раз будем переворачивать опять 3 минуты и еще раз переворачивать опять 3 минуты. Таким образом получается, что с каждой стороны в общем итоге котлетка должна будет обжариваться по 6 минут. Снимать котлеты мы будем на тарелку с салфетками, для того чтобы убрать весь лишний жир. Ну и вот по итогу вот такая вот красивая вкуснота у меня получилась. Аромат стоит полностью на всю квартиру. И я вас уверяю, что если вы подадите к столу такие необычные котлеты, ваши родные или гость сразу же у вас попросят рецептик таких невероятно вкусных и незабываемых котлет по-харьковски. Ну а на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Поделитесь такими вкусными котлетами с друзьями. И всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.